Приветствую вас на канале Провальный инвестор. Недавно у нас был выпуск на тему «Все евреи жадные, правда или миф». То был более глобальный выпуск для того, чтобы посмотреть так с высоты птичьего полета. Сегодня будет более частный выпуск для того, чтобы посмотреть, как это в деталях проявляется и насколько действительно этот миф является недостоверным и не имеет под собой никаких оснований. Давайте разбираться. Начну я, пожалуй, с того, что еще раз скажу, что данные выпуски, они не предназначены для неевреев, для нееврейской аудитории, и тем более они не предназначены для того, чтобы как-то типа отбелить нашу репутацию. Мне абсолютно все равно, как вы на нас смотрите, что вы о нас думаете. Мне абсолютно по барабану. Данные выпуски, они только для евреев, для того, чтобы, как я и говорил, когда 300 раз говорят человеку, что он дурак, он начинает чувствовать себя дураком. Так вот, когда еврею на тех территориях очень много стереотипов сыпятся, они со временем, возможно, начинают думать, что они такими и являются. Так вот, единственная цель данных выпусков для того, чтобы еврей смог понять настоящую свою суть, настоящие свои корни, и для того, чтобы мог немножечко задуматься по поводу того, что ему стоит делать, а что ему не стоит делать в данной жизни. Итак, спустимся с глобального на более мелкий уровень, на уровень каждых отдельных людей, и посмотрим, как работает жадность в еврейском народе. Потому что жадность, как по мне, это когда каждый хочет только взять себе, только думает о себе, ни о ком другом не думает, никому не помогает. Так вот, это абсолютно не имеет никакого отношения к реальности. И первый пример, который я хочу привести, это есть такой сайт, называется Талдот. Кто хочет, может загуглить, он есть на русском. И для меня было очень большим показателем. Там можно в том числе помочь каким-то другим евреям. Там когда-никогда $1 у меня есть лишний, я могу туда перевести. Так вот, очень часто ты заходишь под конец месяца, там они помогают каждый месяц, мне кажется, 600 семьям, плюс-минус и так далее. Вот, дай бог, чтобы этих семей было как можно меньше всегда, потому что все евреи должны быть богатые, не должны нуждаться. И вот ты можешь зайти под конец месяца и некому помочь. Все закрыто. Все закрыто. Просто нет кому больше нужна помощь в этом месяце, по крайней мере на этом сайте. И это для меня был просто в свое время такой культурный шок, когда ты понимаешь, что действительно людям не безразлично о том, кому-то нужна помощь. Людям не безразлично о том, кто сегодня ел, а кто сегодня где спал, а кто сегодня там во что одет. И это для меня был такой действительно один из переломных моментов, когда я понимаю, что я отношусь, как говорится, к правильному народу, к правильному в отношении помощи к ближнему и так далее, когда действительно есть забота о каждом. И это для меня был такой большой-большой фактор. Кто из евреев хочет, можете просто помониторить сайт taldot.ru или там они сейчас taldot.com в связи с обстоятельствами. Но в любом случае, если вы напишите Талдот, и можете посмотреть, как к концу месяца почти не остается. Вот захотите дать денег, будет некому. И это для меня первый такой фактор, очень показательный, насчет, как говорится, жадности еврейского народа. Второй фактор, который очень показательный, и такого, я думаю, что вообще нигде в мире нету, тот, кто был в Израиле, он знает, есть такое понятие, как гмахи. Гмахи – это что-то типа кассы взаимопомощи, но это не только деньги, это все что угодно. Есть гмахи там, колясок для детей, есть гмахи, в общем, всего-всего-всего, что нужно, и суть она такая. То есть получается, если у человека на текущий момент нет возможности там, купить что-либо, он может прийти взять это бесплатно, и потом ему нужно это положить обратно. Никто тебя не давит, когда ты это сделаешь, никаких там денег за аренду, ничего. В общем, вот нужно, допустим, женщине коляска, она приходит, берет коляску, попользовалась сколько ей нужно, вернула обратно. Таких гмахов в Израиле, я думаю, что десятки тысяч, если не сотни тысяч, все что угодно, в том числе и деньги, можно брать бесплатно, без процентов, без ничего. Бери, пользуйся, потом все на честном слове возвращаешь обратно. Я не видел ни одной такой системы в мире, где бы это работало по такому же принципу. То есть, где люди дают коляску не в аренду, допустим, и не получают за это деньги, а в свободное время еще и, оказывается, руководят организацией такой небольшой для взаимопомощи.
Такое я видел только в Израиле, и я думаю, что нигде в мире эта система просто не будет работать больше. А сколько денег, как говорится, берутся в гмахах абсолютно без процентов, так это мы тоже умалчиваем. Люди на эти деньги покупают квартиры. И это второй фактор, то, что, как говорится, жадности евреев, когда десятки тысяч, сотни тысяч людей думают о том, что а почему, если у меня там что-то есть, почему я не могу дать это кому-то попользоваться, абсолютно бесплатно, просто чтобы сделать кому-то добро. Я думаю, что кроме как нашего народа, такой факт, как ГМАХ, я думаю, что помимо того, что нигде бы он не сработал, он бы еще и нигде и не прижился. И это второй фактор, который очень показательный и над которым стоит задуматься всем тем, кто говорит, что евреи очень жадные. Третий фактор, который также коррелирует с жадностью и показывает весь уровень абсурда данного обвинения, это уровень еврейского гостеприимства. Я думаю, что кто когда-либо сталкивался с таким понятием, как шаббат или праздники и так далее, особенно если это еврей, то точно знает, что на любой шаббат, на любой праздник его обязательно пригласят в семью. В Израиле даже могут дать и место, где ночевать, и вкусно накормят, и напоят, и, в общем, сделают так, чтобы было гостю максимально комфортно. Я думаю, что тоже нигде вообще в этом мире такого нет, чтобы каждую неделю миллионы людей думали, а кого же мы сегодня позовем к себе в гости, какие блюда мы ему поставим на стол, а как сделать так, чтобы он еще и остался у нас ночевать. На это тратится огромное количество денег, но даже дело абсолютно не в деньгах. Тот уровень гостеприимства, который есть, я думаю, что нигде в мире просто невозможно даже воссоздать. Просто воссоздать невозможно. Это, я думаю, что можно сколько угодно пробовать. И тот, кто сталкивался с этой системой, он знает, насколько глупо обвинять таких людей в жадности, когда все, что ты приходишь, понятное дело, тебе достается абсолютно бесплатно. И это третий фактор. Четвертый фактор, который показывает огромный уровень альтруизма в еврейском народе, это наличие специальных организаций для помощи по всему Израилю людям, которые попали в какие-то неприятные ситуации, и это не всегда что-то очень плохое. Например, есть организация, допустим, в Израиле, которая помогает, если у вас что-то случилось с машиной, вы можете в любой момент набрать, приедет волонтер абсолютно бесплатно, ничего с вас не возьмет, поможет, уедет. Есть, допустим, организация, которая занимается, по-моему, она правильно называется Ихут Ацала, это что-то типа волонтеров скорой помощи. То есть, допустим, по всему Израилю есть какое-то количество карет скорой помощи, и есть огромное количество волонтеров, которые очень часто даже приезжают вперед скорой. То есть, если что-то случилось, огромное количество людей абсолютно бесплатно ночами дежурят или там, я не знаю, как это работает, потому что я не живу в Израиле, но я знаю, что очень много людей действительно задействовано в этой организации. И вот это, кстати, действительно организация, которая требует огромных вливаний, потому что все, что связано с медтехникой, оборудованием, это очень дорогое удовольствие. И я знаю, что каждый еврей потихоньку скидывается, хотя, казалось бы, государство пусть расхлебывает, правильно? Нет, каждый еврей там дает сегодня шекель, завтра шекель, покупается вот такая частная, допустим, реанимобиль или еще что-то. В общем, это огромная-огромная организация, которая функционирует только на пожертвования частных людей для спасения жизни. Они очень часто делают работу, которую, вот, скажем так, надо человеку оказать помощь в первые там 5-10 минут, и очень часто скорая не успевает. Я думаю, что кто живет в странах СНГ, знает, что скорая не всегда доезжает за 5-10 минут, а тут, грубо говоря, может в соседнем доме жить человек, который абсолютно на волонтерских началах записан в эту организацию, ему поступает сообщение, что вот там-то случилось там то-то, то-то, человеку нужна помощь, он прибывает, оказывает первую помощь и дожидается скорой. Все это показывает, насколько уровень альтруизма, он просто зашкаливает, насколько это никак не коррелирует с той жадностью, которую пытается на нас навесить. И я думаю, что нигде в мире такие организации просто невозможно воссоздать, только потому что такой уровень ответственности за другого человека и такой уровень непофигизма к другому человеку, я думаю, что никто просто не осилит.
Последнее, что я хотел на сегодня сказать, это то, что я могу привести свой личный пример, и он будет не очень в копилку всем тем, кто нас обвиняет, а мой пример он такой. Сколько я бы не имел бизнеса с окружающей средой, всегда все, кто хотел у меня что-то украсть, или украли, или хотели, или причиняли мне неудобства финансового и другого характера, это был тот народ, среди которого я жил. Жил я в Украине. Я не обвиняю именно конкретно украинцев в чем-то, но плюс-минус я думаю, что они недалеко ушли от всех народов СНГ. Скажем так. Поэтому все финансовые разборки, которые у меня были с окружающим народом, среди которого я жил. Все, что можно было украсть, они в принципе украли. Потому что из Украины я уехал, можно сказать, ни с чем. Все, что мне можно было дать когда-либо, и все, что мне давали, и все, что мне дают сейчас, я получаю только от еврейского народа, ни от кого другого. Поэтому я так и настроен, поэтому я и призываю других евреев иметь дело только с евреями и не иметь дела с окружающими народами. Это неблагодарное дело. И мой пример, он для меня лично показательный, что все вот эти обвинения, которые говорят, евреи жадные, евреи такие, евреи сякие, они просто разбиваются от то имущества, которое у меня как бы есть. Потому что все оно получено только от евреев, от еврейских источников, и нисколечко из них на текущий момент не осталось то, что получено с других источников. Вот такие вот у меня аргументы касательно этого вопроса. Как я и говорю, жадность евреев – это абсолютный миф и неправда. Она разбивается от все те факты, которые я перечислил, и еще 200 миллионов фактов, которые я не перечислил. Как я и говорил, у меня нет задачи никого переубеждать. Эти выпуски больше для евреев. А всем евреям, которые меня смотрят, я бы хотел сказать, если вы можете помочь другому еврею, помогите. Думайте о том, как сделать жизнь другого еврея лучше. И тогда у вас будет и деньги, и благополучие, и здоровье у вас и у всего народа Израиля. Амен ве амен села.